Всем привет! У нас очередной показ демонстрационной камуфляжной линейки. Сегодня у нас Vitiligo. Мы работали уже с этой клиенткой. У меня есть фотографии до процедуры и после процедуры, и уже прошел год, даже чуть больше. Здесь было проведено 2 процедуры, и последняя процедура была сделана почти год назад. Вот так сейчас выглядит, так как у клиентки, у моей, достаточно смуглый цвет кожи, примерно 3-й тип по Фицпатрику, поэтому визуально выглядит с небольшой разницей с общей кожей, не имеющей витилиго. Если это была бы девочка более светлокожая, эффект был бы более, скажем так, естественный и менее заметный. Я обработала кожу спиртовым раствором. Она у меня подготовлена для процедуры. Для того, чтобы подобрать оттенок, мы берем вазелин, наносим его рядом с местом проведения процедуры. Далее ватные палочки я выбираю. И визуально те цвета, которые мне могут пригодиться. Обратите внимание, что в зоне витилиго кожа выглядит чуть-чуть более розоватым цветом, чем кожа, не имеющая витилиго, то есть она у нас более оливкового подтона. И имейте в виду, что именно на витилиго кожа всегда заживает с легким розоватым оттенком. Поэтому моя задача сейчас как раз наложить именно оливковый тон кожи в противовес вот этой розовинке. Здесь мне подходят больше всего 3 цвета. Нейтральный бежевый, 3-й номер, 1-й оливково-желтого цвета и 5-й номер с холодным оливковым подтоном. Я возьму номер 1. Растяну его. И он отлично встроился в тон кожи, слегка с небольшой желтинкой. Но в целом сочетание очень хорошее при наложении на розоватый тон витилиго. Соответственно, 3-й номер будет более теплым смотреться. И мы его можем использовать в минимальном количестве в данном случае. Вот под эти участки более розоватого бежевого цвета он как раз идеально подходит, примыкающий к этой части нашей обрабатываемой зоны. И номер 5, холодный цвет. Тоже хорошо сочетается. Эти 3 цвета я все выберу для проведения процедуры. Так, у меня здесь 3 цвета, номер 1, номер 3 и номер 5, с добавкой разбавителя. По 2 капли я добавила, чтобы снять концентрацию с краски. Движения у меня будут, опять же, вот я начну с 1-го номера, так как он у меня самый подходящий из всех 3. И этот номер я буду использовать в большей степени. Здесь, в отличие от рубцов, идет больше закрасочное движение. Можно использовать иглу как поперек, так и вдоль. Но все-таки старайтесь делать воздушные штрихи с пробелами. Не закрашиваем вплотную. Не закрашиваем, как мы красим, например, губы. То есть нам здесь не нужна сплошная заливка. Если мы посмотрим с большим увеличением на нашу кожу, то она у нас вся имеет какую-то структуру из разных оттенков, как пиксельность. Наша задача создать эту пиксельность на участке кожи с витилиго. Если вы боитесь, правильно или неправильно подобрали, можете снять этот небольшой участок, и пока у нас кожа не имеет явного покраснения,
мы видим, насколько пигмент хорошо сочетается с кожей вокруг. И практически это пятно светлое, оно растворилось в участках кожи. И именно вот эти пробелы, они у нас повторяются как пробелы рядом с участками кожи неповрежденной. Моделька у меня с достаточно смуглой кожей. Это третий тип по Фицпатрику. На более светлокожих девочках мы выбрали бы третий номер как основной. На ноге кожа краснеет более медленно. Это удобная зона для закрашивания. Немного выходим за зону витилиго, чтобы получился более мягкий градиент, более мягкий переход. Можно менять направление штрихов, чтобы штрихи выглядели в виде небольшой решетки. Таким образом вы избежите более плоского продольного рисунка нанесения камуфляжа. Мы можем остановиться и вернуться к обрабатываемой зоне другим цветом. Я взяла номер 3. И уже более точечно. Движения могут быть как более круговые, так называемые барашки, так и в виде решетки, но хаотичность внесения пигмента должно создавать именно несимметричность в рисунке. Уже пошла небольшая гиперемия. Здесь нам необходимо еще внести последний цвет, выбранный нами, холодный оттенок. И его мы вносим больше по зоне витилиго, чтобы убрать некую розовинку. Я взяла в работу следующий участок кожи и также первый номер использую как основной. Заходя немного на здоровую кожу, чтобы не было четкости границ, наношу пигмент хаотичным движением.
Сейчас третий номер в работе. Создаем переход цвета к цвету. Дополняем. Так как это место у нас имеет более красноватую фактуру, здесь мы также продолжение этого участка вносим бежевый нейтральный цвет. С учетом того, что у нас кожа Витилиго имеет легкий розоватый оттенок, с бежевой основой создастся более натуральный эффект. Эти штрихи уже более размашистые. Не забываем, что у нас должен остаться воздух. Мы не должны закрасить это сплошным закрасочным ковром. И пятый номер мы добавим тоже отдельными вкраплениями. Так как у нас на коже есть еще более темные участки. Все, зону мы закончили эту. Передвигаемся на следующий участок. Основной цвет номер 1 для данного участка кожи. Движения хаотичные, но достаточно более плотный из всех трех цветов. То есть этот оттенок наносится чуть плотнее, чем другие. Процедура проводится без анестезии. Модели комфортно. Не забываем делать мягкий градиент, чистую кожу, без витилиго. Обращаю ваше внимание, что здесь у нас кожа имеет более светлый оттенок по природе, поэтому здесь достаточно будет проработать только двумя цветами, не используя номер 5. Если у нас на коже имеются какие-то складочки, распрямляйте, чтобы внесение пигмента было равномерным. Сейчас я взяла в работу номер 3 и заполняю небольшие пространства между штрихами, которыми я закрашивала кожу номером 1.
Все, на данном этапе процедура закончена, обработаны все участки с небольшим выходом на чистую кожу. Мы видим небольшое покраснение, отечность здесь минимальная, так как этот участок кожи меньше подвергается ответной реакции кожи на травматизацию.